Всем привет! В этом видео я расскажу о минусах жизни в Литве. В своем предыдущем видео я рассказывала о плюсах жизни в этой стране. Поэтому не надо мне писать в комментариях к этому видео, что в этой стране я вижу только плохое. Также обращаю ваше внимание, что это мое личное, субъективное мнение, оно может не совпадать с вашим, поэтому писать свои гневные комментарии совсем не обязательно. У меня есть право высказывать свои мысли, так же, как и у вас. Но, к сожалению, многие люди не стесняются выражать свои взгляды в не очень вежливой форме, что их совсем не красит. Я же предлагаю быть терпимее к точке зрения другого человека. Первое. Зимой в Литве холодно. В другие сезоны часто идет дождь, даже летом, что не очень приятно. Так что этот климат идеально подходит тем, кто не любит жару. Жаль, что это не про меня. Второе. Коммунальные услуги в Литве очень дорогие. Хорошо, что у некоторых категорий граждан есть возможность получить хоть какую-то компенсацию от государства за отопление и горячую воду. Еще сейчас слишком сильно поднялась цена на покупку жилья и аренду квартир, так как в Литву не так давно приехало очень много белорусов и украинцев. К сожалению, изменить что-то в настоящее время не представляется возможным. Спрос рождает предложение. Четвертое. В Литве есть море, но зачастую вода в нем очень холодная, даже летом, а я ненавижу холодную воду. В прошлом году мне повезло, когда я отдыхала на Балтийском море в конце августа, стояла настоящая жара – 30 градусов Цельсия, и вода в море была комфортной для меня температурой. Но я слышала и другое мнение, многим нравится, что вода не очень теплая, можно охладиться в жаркую погоду. Пятое. Рынки в Вильнюсе начинают и заканчивают работать очень рано, с 6-7 часов утра до часа-2 дня. В выходные это особенно неудобно, так как нет возможности поспать подольше, а потом не спеша собраться и поехать за покупками. Как я понимаю, на вильнюсские рынки приезжают оптовики из других городов Литвы закупить товар и быстренько уехать обратно в свой город, чтобы в этот же день там его продать. Наверное, для литовцев это привычно, но я в основном работаю по вечерам, а утром люблю поспать. Уверена, что в выходные многие люди тоже не прочь отдохнуть, поэтому, мне кажется, такое время выбрано неудачно. Оно неудобное для многих жителей Вильнюса. Пишите, если не согласны со мной. Шестое. В литовских магазинах цены на продукты могут быть написаны за килограмм, за полкилограмма и за штуку. Отсюда чувство, что тебя хотят обмануть. Надо быть внимательным, когда что-то покупаешь. Также различные акции и скидки могут действовать только при покупке одного товара, но чаще при покупке 2-3 одинаковых товаров. Я часто не обращала на это внимания и в итоге платила полную стоимость, а это неприятно, опять-таки чувствуешь себя обманутой. С другой стороны, это развивает внимательность, которой мне очень сильно не хватает. Плюс кассиры в таком случае всегда обращают внимание покупателя на то, что скидка действует не на один товар, а только если покупаешь их несколько. Это хорошо. Седьмое. Зачастую, чтобы попасть к врачу узкой специализации в поликлинике, приема нужно ждать месяц-два. И даже если хочешь пойти платно, то получается не намного раньше. Например, во время беременности мне нужно было попасть к эндокринологу на консультацию насчет повышенного уровня сахара в моей крови. И я ждала визита больше месяца. За этот месяц я сама нашла информацию в интернете про диету и купила глюкометр, так что когда я посетила наконец врача, его консультация была мне уже не нужна. Я сама все знала. Также у меня под конец беременности на подбородке началась аллергия, постоянно были высыпания, которые к тому же все время зудели. Я хотела сходить к дерматологу, но в поликлинике бесплатно была запись только через 2 месяца, платно через 1,5 месяца. В итоге я накупила разных дорогих кремов, которые мне не помогали, только убирали зуд. В общем, занялась самолечением и стала ждать рождения ребенка в надежде, что после родов это все пройдет. Знаю точно, что в белорусской поликлинике к дерматологу можно попасть в течение нескольких дней.
Есть, конечно, тоже узкие специалисты бесплатного визита, к которым нужно ждать месяцами, но все же в моей стране гораздо больше шансов попасть к врачу быстрее. 8. В продолжение темы медицины в Литве. Беременным женщинам в литовских поликлиниках можно бесплатно сдать только небольшое количество анализов, приемов у гинеколога в 2 раза меньше, чем в Беларуси. И это печально. Хотя некоторых беременных женщин после ведения беременности в Беларуси это устраивает. Они наоборот жалуются, что в моей стране слишком много анализов. У меня же нет опыта ведения беременности в родной стране, мне 40 лет, это была моя первая беременность, и, конечно, мне хотелось получить от гинеколога больше внимания к своему здоровью. 9. В Литве очень мало бесплатных курсов литовского языка, и в основном они проходят офлайн, и уровень там только начальный. Знаю точно, что во Франции дело с этим обстоит гораздо лучше. Опечалена этим обстоятельством не я одна. Вот, к примеру, комментарий как минимум еще одного недовольного человека. Бесплатные курсы, да, бывают, но не всегда в удобное время и очень мало мест. И надо ловить и только самый начальный уровень. В Риге, например, постоянные курсы бесплатные при муниципалитете. Ясно и понятно, где, что, когда. Надеюсь, в скором времени в Литве тоже все изменится к лучшему. 10. В Вильнюсе слишком много русскоговорящих, поэтому практиковать литовский язык здесь очень тяжело. Если ты начинаешь что-то мямлить на литовском, человек тут же переходит с тобой на русский язык. Ох. 11. В Литве очень много платных парковок, они просто везде. Если честно, не очень хочется тратить на это деньги, но что поделаешь, к этому надо привыкнуть. Хорошо, что в основном платить нужно немного. 12. В городах Литвы на улицах есть клумбы, но их очень мало. Здесь предпочитают высаживать хвойные деревья и кусты, что, конечно, тоже красиво, но цветы я люблю больше. Дорогие мои, спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вы понимаете, что у меня не было цели кого-то обидеть. Я лишь высказала свое мнение, которое, уверена, будет интересно тем людям, которые хотят эмигрировать в эту страну. Думаю, будет честно, если я стану рассказывать в своих видео не только о плюсах жизни в Литве. Всем хорошего настроения, до встречи в следующих видео!